Золотой рейс крейсера «Эдинбург». Судно «Эдинбург» — это британский легкий крейсер типа «Таун», один из 9 крейсеров этого же типа, который был в составе Королевского военно-морского флота во время Второй мировой войны. Назван 31 марта 1938 года в честь Эдинбурга, столицы Шотландии. Судно в последнем походе сопровождал конвой КП-11. Это был арктический конвой времен Второй мировой войны, состоящий из торговых судов, возвращавшихся из Советского Союза в Великобританию после доставки их грузов в Советский Союз. Конвой состоял из 13 торговых судов, в сопровождении 18 военных кораблей. Отправился 28 апреля 1942 года с Мурманска и должен прибыть 7 мая 1942 года в Рейкьявик. Имел на борту около 5,5 тонн золота. Это была частичная оплата советских закупок в Великобритании и США, произведенных сверх программы Ленд-Лиз. Ленд-Лиз – это государственная программа, по которой Соединенные Штаты Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Основными клиентами США были такие страны Британского Содружества наций и СССР. В первой половине XX века крейсер стал важным инструментом проведения колониальной политики, служащим как для охраны собственных торговых путей, так и для атаки вражеских коммуникаций, а также для поддержки действий кораблей других классов. Британская империя, будучи колониальной империей, особенно нуждалась в кораблях такого класса. В конце апреля 1942 года судно «Эдинбург» во главе конвоя судов вышел из Мурманска в Англию. На борт крейсера в Мурманске было погружено, согласно сохранившимся документам, 93 деревянных ящика, в которых содержалось 465 слитков золота, суммарной массой 5 тонн, 534 килограмма, 604 грамма. 30 апреля в 187 милях к северу от Мурманска судно «Эдинбург» был торпедирован немецкой подводной лодкой Ю-456 «Командир Тейхерт». Крейсер получил 2 торпеды, одна попала в левый борт, вторая в корму. Судно «Эдинбург» потерял ход, но остался на плаву. На помощь подошли 2 британских эсминца. Под их охраной крейсер попытался вернуться в Мурманск, однако вскоре подошли 3 немецких эсминца под командованием капитана Шульца Гинрикса. Они открыли по судну «Эдинбургу» артиллерийский огонь и выпустили торпеды. Одна из торпед попала в корму крейсера, после чего он еще больше накренился на левый борт. В ходе боя был потоплен немецкий эсминец «Герман Шоман». Остальные 2 немецких эсминца сняли с него экипаж и отошли. Контр-адмирал Картер, руководивший операцией, отдал приказ английским эсминцам снять с судна «Эдинбурга» экипаж и добить крейсер торпедами. Британский эсминец торпедировал крейсер «Эдинбург» 2 торпедами в левый борт. Корабль затонул вместе с золотом на глубине примерно около 260 метров. Все члены экипажа, 750 человек, были доставлены в Мурманск. Золото, находившееся на борту судна «Эдинбурга», было застраховано в Госстрах СССР, а 1/3 часть золота была перестрахована английским комитетом по страхованию военных рисков. Прошло несколько лет, и информация о содержимом ящиков на борту погибшего крейсера перестала быть тайной. Первые сообщения о золоте появились в английской прессе сразу же после войны, а с 1950-х годов начались разговоры о его возможном подъеме. Но как это сделать? Корабль затонул на глубине в четверть километра. Кроме того, правительство Великобритании, дабы пресечь возможные претензии всяческих авантюристов, объявило судно «Эдинбург» военным захоронением, так как на нем покоились останки 57 моряков, и, следовательно, тот получал полную неприкосновенность. Идея поднятия золота с затонувшего крейсера возникла сразу же, как только появились технические возможности осуществления этой операции.
Норвежская фирма Stolt-Nielsen Røderi обращалась в 1979 году в советское посольство с уведомлением о поиске судов, пропавших во время Второй мировой войны в Баренцевом море. Переговоры с этой фирмой завершились безрезультатно, несмотря на то, что она потратила около $1 миллиона на подготовку операции по подъему золота. Позднее, в 1981 году, было достигнуто соглашение и подписан трехсторонний контракт по поиску и подъему затонувшего золота. Сторонами по контракту выступали Министерство торговли Великобритании, Министерство финансов СССР и британская компания Jesup Marine Recoveries, который должен был осуществлять операцию по поиску и подъему золота. Подготовка к операции по подъему золота проводилась также на борту аналогичного судна Эдинбурга, крейсера Белфаст, стоящего на Темзе в Лондоне напротив Тауэра. Работы начались 9 мая 1981 года. Спасательное судно Доматор 14 мая 1981 года обнаружило судно на глубине 250 метров, лежащим на дне на левом борту. Вторая стадия работ началась в сентябре 1981 года с использованием второго более приспособленного для такой операции судна – Стефанитурм. Работы по подъему золота осуществлялись круглосуточно. Ящики после долгого нахождения в воде развалились, все было покрыто толстым слоем мыла и мазута. Водолазы с использованием грунтонасоса с трудом временами на ощупь находили слитки золота и грузили их в сетку, с помощью которой поднималось золото на борт судна. На борту судна постоянно дежурили представители Ингостраха, фиксируя количество поднимаемых слитков. Всего было поднято 431 слиток золота общим весом 5 тонн 129,3 килограмма. Из-за усталости водолазов и ухудшения погоды 5 октября было принято решение прервать работу по подъему груза. 9 октября 1981 года судно Стефанитурм пришло в порт Мурманск с поднятым золотом. Распределение золота было осуществлено согласно достигнутой договоренности и прав собственности на груз, в соответствии с действующими правилами следующим образом. Спасатели получили в качестве оплаты за спасение 45% спасенного золота. Оставшиеся 55% поделены так: 1/3 часть Великобритании, 2/3 часть СССР. 28 августа 1986 года новое прекрасно оборудованное судно Депуатер-2 вышло из шотландского порта Петерхёд и направилось в Баренцево море. В течение 2 недель было найдено и поднято на поверхность 29 слитков. Последние 5 так и не нашли, хотя водолазы обшарили буквально каждый дюйм отсека. Куда они исчезли, осталось загадкой. Пришлось предположить, что при взрыве или опрокидывании крейсера они попали в соседние отсеки левого борта, где отыскать их среди разбросанных повсюду боеприпасов оказалось нереальным. Золото поделили прямо в море, в той же пропорции. 19 слитков перегрузили на прибывший в точку рандеву сторожевой корабль Северного флота «Резвый», а 10 остались на борту Депуатера-2, с которым судно и вернулось в свой родной борт 18 сентября. В одной из самых необычных глубоководных операций была поставлена точка. 5 слитков золота весом 60 килограммов остались лежать на дне Баренцева моря. Один из поднятых слитков золота является частью постоянной экспозиции в Алмазном фонде России.